украинские подземные хранилища газа заполнены всего на 10%. Я не думаю, что это вот какая-то точная цифра, но то, что явно идет снижение наполняемости, явно туда ничего, скорее всего, не закачивается, а идет только отбор, то ситуация с газом на самой Украине тоже непростая, а там тоже все-таки люди живут. Ну, на самом деле, действительно, сайт НСГ, это сайт Ассоциации компаний операторов газотранспортных систем Европы, информация о том, чтобы шла закачка подземных хранилищ газа на территории Львовской области, они же Восточные Кресы, не поступают. Но и нет информации о том, чтобы европейские компании оттуда что-то забирали. Вероятнее всего связано с тем, что в связи со всевозможными событиями европейского газа там, если и было, то не очень много. Что такое 10%? Ну, действительно, надо, наверное, так с головой уйти в характеристики подземных хранилищ газа в Львовской области. Это бывшее месторождение, соответственно, это песчаник, и есть неизвлекаемый объем газа для того, чтобы удерживать давление. В противном случае подземные воды поднимутся вверх, и дальше будет очень сложно. Для того, чтобы вернуть объемы, придется подавать новый газ, отжимать воду вниз. Ну, то есть вот это сложно. И у меня все-таки есть подозрение, что 10% это такая критическая величина, после которой подземное хранилище газа начнет приходить в негодность, прямо скажем. Понимать, что происходит на территории подконтрольной Киеву, ну, сейчас очень сложно. Надо прямо сказать, что к требованиям военной цензуры киевский режим относится значительно жестче, чем у нас в России даже. Месторождение, собственно, пока еще подконтрольное Киеву, находится в Харьковской области. То есть для того, чтобы газ поступал в подземное хранилище на крайнем западе Украины, газ должен идти. Идет, не идет, какой объем добычи, никакой информации нет. Возможность закупать газ и складировать его в подземном хранилище в Львовской области есть. Действительно, все точки выхода в Европу могут работать в реверсном режиме. Там обвязка была сделана, можно прокачивать. Но пока информации о том, чтобы газ поступал из Польши или из Словакии, мы не видели. Если говорить о финансовой составляющей, в принципе, у киевских властей была возможность закупать газ летом, когда цена была в районе $300 за 1000 кубометров, сейчас она 550 устойчиво. То есть даже если и приобретать, то, соответственно, цена будет не самой ласковой. Но это с одной стороны. С другой стороны, бюджет Украины – это поступление из Европы. Если эти поступления пустить для того, чтобы закупать в Европе газ, то ничего страшного не произойдет. Еще попросятся, еще дадут. Там же бюджет достаточно своеобразно сейчас складывается. Это первый момент. Второй момент. Неоднократно мы видели сообщение о том, что что-то летит в сторону города Стрея, где, собственно говоря, расположена наземная часть подземных хранилищ газа, вот, где все оборудование насосное, компрессорное и так далее, и так далее. Может быть, по этой причине возможности для закачки просто нет физически. Что-то надо ремонтировать, какую-нибудь компрессорную станцию или еще что-то. Сказать сложно, но ситуация для Украины, ну, в принципе, вполне европейский стиль. Все зависит от погоды. Если с погодой все будет хорошо, ну, может быть, проблемы не возникнет. Если проблемы начнут возникать, ну, вопрос, какое решение в Киеве примут. Это либо отключение каких-то промышленных потребителей газа, допустим, электростанций, но тогда перебои с электроэнергией, либо прекращение поставок газа на бытовые нужды населения. Тогда проблемы с приготовлением пищи на газовых плитах, но в конце концов можно электрическую плитку купить, ничего страшного не случится. Такая какая-то вот ситуация. При этом, конечно, европейцы напоминают о том, что объединенная энергосистема Украины понесла множество потерь и так далее, но получить информацию, сколько работает всевозможных дизель-генераторов, сейчас тоже отсутствует. Завозили их из Европы в огромных количествах, смогли ли их все подключить, есть ли для всех топливо, все очень сложно. Туман войны. Война, время обмана, так скажем. Ну, звоночек тревожный. То есть, если сейчас похолодает, и действительно информация о вот этих оставшихся 10% верна, будет сложно. Ну, я говорю, что я как-то очень сомневаюсь, что
там осталось 10%, скорее всего, вот как ты говоришь, туман войны, может быть... Ну, это да, и не стоит забывать о том, как пополняется бюджет Украины. Надо рассказать, что вот здесь очень плохо, мы все погибаем, дайте денег, и, может быть, часть этих денег даже по делу будет использована. Нельзя этого исключать, хотя многие считают, что вообще все деньги исчезают. Но это мнение спорное. Может быть, что-то остается. Ну, может, газом рассчитаются. Газ, Европа затронули. Еще одну тему. Давай в ней же останемся. Значит, Financial Times со ссылкой на какие-то источники. Не названные, но чрезвычайно да, достоверные. Ну, естественно. А других как бы у них и не бывает. Как у Bloomberg, так у этих. Дает публикацию, что некоторые чиновники, опять-таки, некоторые чиновники рассматривают в Евросоюзе возобновление транзита российского газа, поставок трубопроводного российского газа в Европу, но увязывают это с завершением украинского конфликта. Роберт Фице тоже заявил, что при помощи Еврокомиссии Словакии и Венгрии вроде как удалось надавить на Зеленского в возобновлении транзита через ГТС Украины в Словакию и дальше в Венгрию. Ну, тоже как-то вот такое заявление, которое было на фоне того, что мы через полгода, если это не произойдет, значит, наложим право вето на продление санкций, антироссийских санкций. Ну и тут еще и Дания отличилась, что вроде как они дают добро на поставить заглушки на взорванные северные потоки. И я так понимаю, что это может быть какая-то часть по, скажем так, реанимации трубопровода северных потоков. Не знаю, там первой, второй нитки. И что это означает? Давай пройдемся по этим новостям. Ну, давайте по порядку. Financial Times о том, что европейские чиновники что-то там обсуждают, когда закончится конфликт, предлагаю сразу убрать в сторону, потому что переговоры европейских чиновников, не названных, пусть говорят о чем угодно. Фице все-таки дает более конкретную информацию. Он заговорил о том, что при помощи Европейской комиссии Зеленский вроде как соглашается на возобновление транзита, но не российского газа, а азербайджанского. Вот так. Что характерно, ни Азербайджан, ни Газпром это вообще никак не комментируют. Видимо, просто ждут, когда там ребята вообще начнут понимать, о чем они говорят. Мнений там множество. Напомню, что последний раз такая осмысленная информация о поставках азербайджанского газа в Европу через единую систему газоснабжения России была получена в октябре месяце от президента Азербайджана. Вот этой информации можно верить. Это достаточно сложно с юридической точки зрения. Там множество договоров придется подписывать. Физически это понятно, поскольку Азербайджан никаким антироссийским санкциям не присоединялся, у него есть возможность просто приобрести российский газ. Неважно, где он находится, факт покупки может быть осуществлен. Естественно, сразу после этого российский газ превращается в азербайджанский, молекулы тоталитаризма испаряются, молекулы авторитаризма уходят в сторону, там ныряют обратно в подземное месторождение, и все в полном порядке. И, соответственно, по документам получается, что идет азербайджанский газ, неважно, где они его взяли, вот он пошел и пришел через газотранспортную систему Украины в Европу. Вариант, как бы на поверхности, никто ничего не теряет. Я уж думаю, Москва и Баку как-нибудь договорятся, по каким ценам там что осуществляется. Никто друг друга не обидит, а европейцы не мамонты, они же не выморт. Возникает ряд, опять же, дополнительных коллизий. Кто бы какой газ не поставлял, для того, чтобы он из России на территорию подконтрольную Киеву прошел, необходимо соглашение операторов газотранспортных систем. В данном случае с нашей стороны «Газпрома», с украинской стороны компанию с удивительно лаконичным названием «Оператор газотранспортной системы Украины». Не знаю, как им живется, как выглядит печать этой компании, но тем не менее. В любом случае, соглашение должно быть чисто техническое, потому что оператор, с одной стороны, должен понимать, в каком объеме он газ подает, готов ли его принять, тот должен быть готов принять и транзитировать дальше. При этом
как недавно отметил Владимир Владимирович Путин, на тот момент, когда пан Зеленский издавал указ о запрете любых переговоров с Россией для всех юридических лиц на территории Украины, он был вполне легитимным президентом. Сейчас он этот указ отменить не может. Каким образом «Газпром» и вот этот оператор ГТС Украины могут выйти на какие-то переговоры, на подписание каких-то документов? Непонятно. Тем не менее, такой вариант есть. Почему активнее всех на этом направлении на день сегодняшний Словакия, Роберт Фицо, тоже понятно. Венгрия участвует, но она может участвовать в таком академическом стиле, потому что еще в 2023 году она подстраховалась дополнительным соглашением с «Газпромом». В случае прекращения транзита через Украину весь объем газа идет через турецкий поток. То есть у Венгрии, слава богу, все в порядке, она может спокойно так в эстонском стиле смотреть, кто что еще придумал. У Словакии все сложнее. Нет у нее турецкого потока, как ни странно, не приходит он туда. Газ она, конечно, получать может. Единая газовая система с Чехией. По понятным причинам ничего никуда не делось. Чехия – это возможность получать регазифицированное СПГ из Германии, в том пункте, куда приходили северные потоки, в Грайсвальде поставлен регистрационный терминал, то есть можно прокачивать. Но что это означает для Словакии? СПГ на рынке надо найти, договориться о том, что он придет. С Германией, именно с Германией, с правительством Германии, поскольку регистрационный терминал пока еще государственная собственность, надо договориться об услугах по регазификации. С компанией СЭФа, украденной у России часть холдинга «Газпром Германия», договориться об услугах по транзиту. С чешской компанией договориться об услугах по транзиту и получить вот этот газ, который будет стоить, мягко будет сказано, немножко дороже, чем идущий напрямую из России. Это одна сторона вопроса. Можно приблизительно то же самое со стороны Франции получать. То есть, еще раз, несколько компаний с транзитными услугами, поиски СПГ на рынке и так далее, и так далее. Ну, и то, что, наверное, наиболее неприятно для Словакии, это исчезновение транзитных денег. Маршрут поставок через Украину, Украина, Словакия, Чехия, Венгрия, Австрия. То есть все это проходило через Словакию по оценкам тем, которые сам же Роберт Фицо дает, это приносило прибыль порядка 500 миллионов долларов. Вот их просто Зеленский из государственного бюджета Словакии взял и вытащил. В ответ на всю помощь, которую он получал из Словакии, она военная не была, но гуманитарные поставки действительно шли. Вот всего этого как-то вот раз и не стало. Понятно, эмоциональное напряжение со стороны Фицо, то есть понятно, общая тенденция, весь Евросоюз должен помогать Украине, но почему за счет Словакии? Это, собственно говоря... Вот. И именно Роберт Фицо заговорил о том, что возвращается вот этот вариант с азербайджанским газом, но с учетом всех тех новых контрактов, которые в этом случае придется подписать, это точно не будет быстро. Требуется контракт «Газпрома» с Сакара о закупках газа. И если Сакар State Oil Company of Azerbaijan Republic, государственная компания нефтегазовая, если это газ азербайджанский, тогда, значит, азербайджанской компании надо подписывать договора со всеми европейскими потребителями. Понятно, что вроде как бюрократическая вещь, но тут надо решать и с объемами, и с формулой цены, и в гости друг к другу ездить. Так что все это вряд ли будет быстро, поэтому, мне кажется, и нет никакой реакции ни со стороны «Газпрома», ни со стороны Азербайджана. Когда вы определитесь, что вы хотите, вот тогда сядем и подумаем, как весь этот клубок развязывать. Ну и напомню, что заговорили в парламенте Украины о том, что в свое время был инициирован законопроект о приватизации части энергетической системы Украины, двоеточие, магистральные газопроводы, газораспределительные сети, подземные хранилища газа и атомные электростанции. Поскольку в этом списке есть атомные электростанции, это такое родимое пятно, которое позволяет понять, откуда вообще этот законопроект взялся. В мире достаточно, на день сегодняшний, 34 государства, имеющих собственную атомную энергетику.
32 случаях все очень просто. Это государственная часть экономики, слишком чувствительные технологии, слишком серьезные риски, чтобы поручать это частникам.